Дамы и господа, соберитесь вокруг и послушайте меня внимательно. У меня есть история, которую вы никогда не слышали раньше. Это история героини, имя которой вечно осталось в истории. Имя, которое вдохновляло бесчисленные поколения никогда не сдаваться перед трудностями. Путь этой героини был долгим и опасным, полным испытаний, которые заставили бы дрожать даже самых отважных из нас. От темных подземелий до самых высоких вершин Земли. Она преодолевала каждое препятствие с несокрушимым духом и смелостью. Но это не просто история физической мощи и мастерства меча. Это история сердца, горящего страстью к справедливости и решимости сделать мир лучше. Это история героини, воплощающей самую суть того, что значит быть благородным, добрым и самоотверженным. Так что сядьте поудобнее, расслабьтесь и приготовьтесь отправиться в мир приключений, где опасность скрывается за каждым поворотом, а герои восходят, чтобы справиться с вызовом. Это история героини, которая навсегда останется примером того, что значит быть по-настоящему великим. Начнем с первой истории. Представляем Лиэй, город с небольшим сообществом паломников, где слухи распространяются повсюду, и история о беловолосом адепте не редкость. Но что если слухи, которые мы слышим, не всегда соответствуют действительности? Большую часть времени эти истории не более чем клише. Кто-то в безвыходной ситуации спасен беловолосой девушкой-адептом в последний момент. Но что, если у адепта есть другая история для рассказа? По ее словам, раздражающие существа часто захватывают горы, и она просто избавляется от них, чтобы они не мешали медитации ее учителя. Если какие-то люди оказываются случайно в запале битвы и получают травмы, ну что ж, такова уже их жизнь. В конце концов, они сами решили прийти сюда. Так что, когда вы в следующий раз услышите историю о беловолосой девушке-адепте, которая спасает ситуацию, помните, что за этим может скрываться гораздо большее. Вторая история. Знакомьтесь с Шэнь Хэ, адептом со смертным обликом, которая провела большую часть своей жизни в уединении в горах. У нее нет обычного чувства реальности, и ей трудно находить общий язык с людьми в типичной манере. Несмотря на свое нестандартное мышление, Шинхэ имеет чистое сердце и полагается на свою прямолинейную интуицию, чтобы ориентироваться в жизни. Однако судьба Шинхэ связана с адептскими убежищами гораздо более трагичным образом. В пятилетнем возрасте ее мать умерла, и горе отца Шинхэ превратилось в одержимость. Он ушел на почти год и искал технику, которая могла бы вернуть его жену. Когда он вернулся, он принес с собой тайное искусство, известное как передача судьбы. Он заявил, что у него есть сюрприз для Шэньхэ в пещере в горах, но вместо этого вызвал ужасающую черную фею, которая жаждала ее жизненной силы. Молодая Шэньхэ столкнулась с существом только с помощью экзорцистского кинжала и своей воли к жизни. Несколько дней спустя адепт нашел ее свернувшейся внутри пещеры. Увидев ее талант и храбрость, адепт вернул ее к жизни и обучил техникам адептов. Без этой судьбоносной встречи Шинхэ не была бы тем человеком, который она является сегодня. Третья история. В Лиюэ судьба и предположения воспринимаются всерьез. Люди стремятся избежать двух судеб превыше всего. Одиночная звезда и катастрофическое зло. К сожалению, когда адепты спасли Шэньхэ, лунный резчик прочитал ее судьбу и обнаружил, что она отмечена обеими. Кроме того, она страдала от интенсивных убийственных порывов, что делало ее человеком с величайшей несчастной судьбой, обреченной навредить как себе, так и другим. Чтобы предотвратить ее вред, адепты связали душу Шэньхэ красными нитями. Это имело эффект не только на укрощение ее злой судьбы и насильственных склонностей, но также связало многие эмоции, которые должны были принадлежать человеку. Она стала все более отстраненной по поводу пустяков, а также важные вещи стали для нее пылью. Она стала все менее человеческой и все больше походила на холодную статую. Однако, когда она повстречала путешественника из далеких земель, что-то в ней начало двигаться.
Давно забытые эмоции, которые стали ей чуждыми, вырвались все сразу из глубин картины судьбы. Может быть, действительно, как когда-то сказал лунный резчик, что небеса могут диктовать судьбу, но история судьбы пишется смертными. История Шиньхэ и мир смертных еще не закончилась. Когда-то судьба молодой девушки с черными волосами изменилась, когда ее привезли на гору Хувау. Там единственным утешением для нее стало восхождение на гору и наблюдение за морем облаков. Ее молчаливость и стойкость не осталась незамеченной для хранительницы облаков, которая решила подарить ей белый нефритовый гребень. С того дня девушка бережно хранила гребень и всегда носила его с собой. Мало кто знал, что гребень был знаком привязанности и защиты хранительницы облаков, и что он содержал в себе силу, которая однажды спасет ей жизнь. Прошли годы, и девушка превратилась в опытного воина. Она столкнулась с бесчисленными испытаниями и боролась с многими врагами, но всегда помнила хранительницу облаков и белый нефритовый гребень. Всем большое спасибо за внимание, увидимся в следующий раз.